Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Мы видим, как принцесса в городе спрашивает торговца, не знает ли он Флио, но тот отвечает, что нет. Она покидает лавку, задаваясь вопросом, где она может его найти. Тем временем группа Флио наслаждается ужином, а Рис рассказывает, что именно она его приготовила. Она предлагает всем убраться в доме, но девушки понимают, что она все делает, потому что считает их бесполезными. На следующий день мы видим, как Блоссом работает в поле, потому что хочет нести свой клад в домашнее хозяйство. Белери работает в конюшне, рассказывая, что хотела бы работать кучером, но застряла, ухаживая за лошадьми. Мы узнаем, что Белана из семьи королевских магов, и Флио обучает ее основным заклинаниям. Она хочет использовать свою магию, чтобы помочь всем. Внезапно Блоссом вскрикивает, и Белана выбегает на улицу, понимая, что магический зверь уничтожает поле. Он бросается на нее, и она использует барьер, чтобы защититься. Прибывшая Болероса думает убить зверя, но обнаружит, что это она привела его сюда, и он внезапно взбесился. Белари седлала его и сумела успокоить. Все впечатлены тем, что она смогла приручить зверя. Мы видим, как Флио гуляет по городу вместе с Рис. Он продает свои товары партнеру по бизнесу, который предлагает украсить один из товаров драгоценными камнями. Торговец объясняет, что драгоценные камни стоят непомерно дорого, потому что их трудно найти. Внезапно Рис понимает, что на город надвигается что-то. Это прибыл герой с Дамалинос. Хея подходит к Флио и говорит ему, что чувствует злое присутствие, и объясняет, что монстр человек, но им управляет Дамалинос. Мы узнаем, что она когда-то была сильнейшим магом королевства, но начала использовать запретную магию в прошлом, и герою пришлось от нее избавиться. Однако ее сознание осталось, поэтому ей пришлось запечатать ее в постаменте меча, в котором была запечатана Хея. Она знает, что Дамалинос возродилась после ее освобождения, потому что люди использовали ее силы. Она просит разрешения устранить ее, и Флио разрешает, но говорит, что приоритетом для нее должно стать спасение жизней жителей деревни. Дамалинос собирается убить принцессу, но внезапно раздается взрыв и появляется Хея. Дамалинос просит ее не вмешиваться, но он объясняет, что хочет избавиться от нее, потому что та мешает ее хозяину. Дамалинос атакует Хею заклинанием, но оно не срабатывает, так как она объясняет, что магия не может причинить ей вреда. Дамалинос использует запретное заклинание, которое усиливает героя, заставляя его стать больше. Принцесса понимает, что он может разрушить город, но он внезапно уменьшается, когда магия рассеивается. Появляется Флио и рассказывает, что это он сделал. Хея умоляет его позволить ей закончить бой. Дамалинос не может поверить, что Флио смог рассеять ее магию, и Хея использует заклинание, чтобы избавиться от нее, заключив ее душу в гранулу и вернув Сую и героя к их первоначальным формам. Она съедает гранулу, а Флио интересуется, все ли с ней в порядке. Она объясняет, что запечатала ее в своей сфере. Они понимают, что монстр был героем, и решают привести его к рыцарям. Принцесса встречает Флио, представляясь Элизабет, и благодарит его за спасение королевства. Зная, что они плохо с ним обращались, она просит прощения за свои действия. Она рассказывает, что уволила героя, потому что он совершенно бесполезен, и отправилась в город на поиски Флио, предлагая ему стать настоящим героем королевства. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Однако он отказывается, говоря, что не хочет сражаться за людей, потому что хочет просто наслаждаться мирной жизнью с Рис. Они возвращаются домой, и Валерий приветствует их, говоря, что хочет расширить землю, потому что планирует разводить магических существ. Блоссом объясняет, что эти земли также можно использовать для посадки овощей, которые Валерий сможет доставлять с помощью своих зверей. Однако Рис считает, что звери никогда не будут слушаться людей, поэтому она предлагает использовать обычных лошадей. Флио предлагает купить землю для них, сказав, что они могут вернуть деньги, управляя землей и отдавая ему часть своих заработков. Девушкам это кажется отличной идеей. Девушки начинают пахать землю, и Флио предлагает выращивать овощи, которые трудно найти в этом районе. Он объясняет, что может использовать свою магию, чтобы помочь им, но Блоссом отказывается, сказав, что не хочет полагаться на него. Белана хочет увидеть магию Хеи, рассказывая, что теперь она работает инструктором в магической академии, и благодарит Флио за обучение основам. Она сообщает, что продолжает изучать новые заклинания и поняла, что магия может облегчить жизнь, поэтому она умоляет Блоссом позволить ей использовать ее заклинание. Флио предлагает использовать магию на небольшой части поля, чтобы можно было определить, влияет ли это на вкус овощей, и Блоссом соглашается. Хей использует магию, а Флио упоминает, что в будущем хочет открыть свой магазин. Рис обещает поддержать его и говорит, что позовет друзей, чтобы они купили его товары.
Он рассказывает, что нашел драгоценный камень и сделал из него кольцо, попросив ее считать его обручальным, чем очень ее радует. Затем мы видим героев подземелья, которые недоумевают, как он там оказался, а Суя думает, что их собираются казнить. Однако герой не хочет умирать там, поэтому он готов сделать все, чтобы сбежать. Мы видим Балеросу в черном платье, когда Улус поздравляет ее с замужеством. К ней подходит Гал и говорит, что она станет его женой, а демоны обещают в качестве свадебного подарка завоевать весь мир. Она уговаривает их не делать этого, но Гал признается ей в любви и уже собирается поцеловать ее, когда она просыпается от своего сна, удивляясь, почему она все время вспоминает его. На следующий день Рис замечает, что Балероса выглядит нездоровой. Рис думает, что она влюбилась, что Балероса категорически отрицает, но девушки подслушивают и думают, что она влюблена. Они упоминают, что он всегда приходил к ним, потому что хотел увидеть ее. Балерос объясняет, что Гал хочет убить ее, потому что она угрожала ему, когда они впервые встретились, но девушки считают, что она ему нравится и говорят, что она может преодолеть расовый барьер, как Флио и Рис. Они спрашивают Риса Флио, и она объясняет, что ей нравится его наивный характер, и говорит, что чувствует себя комфортно, когда находится рядом с ним. Он все слышит и смущается, но вдруг раздается сигнал тревоги. Система сообщает, что в город проник демон. Они думают, что жители в опасности и решают осмотреться. Мы видим Элизабет со своими советниками, которые рассказывают ей, что Флио дал им золотые монеты, выпущенные замком. Она знает, что монеты не были распространены среди населения, и один из советников напоминает ей, что они дали одному из прибывших героев золотые монеты, думая, что он может замаскироваться под Флио. Она понимает, почему он не захотел сражаться за королевство и считает, что они должны загладить свою вину перед ним. Внезапно рыцарь сообщает, что герой сбежал, и Элизабет велит своим людям искать их. Они начинают обыскивать лес, где мы видим героя, спрятавшегося за кустом и обвиняющего Хею в том, что она выставила его преступником. Она напоминает ему, что он взял бездонную сумку, когда был в сокровищнице, но он объясняет, что заслужил ее, считая, что это его награда за исполнение обязанностей героя. Он проверяет, что в ней лежит, и понимает, что в ней нет золота. Он находит волшебную лопату. Рыцари слышат их, но ничего не находят. Мы узнаем, что герой смог выкопать лопатой яму, и она оказывается полезной, но он задается вопросом, как им выбраться обратно на поверхность. В замке повелителя демонов мы видим Гала и Улус, которые объясняют, что они не могут найти группу Флио, поэтому она считает, что они покинули королевство. Гал объясняет, что это невозможно, потому что Флио может телепортироваться только в те места, где он уже побывал. Улус считает, что ему следует отдать предпочтение вторжению. Они могут захватить замок, но он говорит ей, что Флио может использовать магию очищения, поэтому им нужно найти его. Она объясняет, что пытается подавить демонов, сомневающихся в нем, и он благодарит ее за верность. Однако он не хочет жертвовать своими людьми ради победы. За ними наблюдает демон по имени Фуфун, который сообщает об этом брату Гала Юигарду, расстроенному тем, что Гал пытается завербовать человека в армию демонов. Он считает, что долг повелителя демонов уничтожать людей и недоумевает, почему Гал пытается подружиться с одним из них. Он планирует отобрать трон у своего брата, заявив, что уничтожит королевство. Мы возвращаемся в город, где Флио недоумевает, почему ничего не происходит, ведь он знает, что в город вошел демон. Он видит, как женщина закрывает свою лавку, говоря, что ее дела идут плохо, потому что демоны уничтожили торговые пути для ее товаров. Рис понимает, что война влияет на жителей деревни. Они собираются вместе пообедать, но к ним подходит Балероса и говорит, что хочет их угостить. Рис задается вопросом, почему она это делает, поэтому она объясняет, что ее ранг искателя приключений повысился и благодарит их за помощь в ее совершенствовании. Но Хея подходит к ним и говорит, что приближается демон с невероятной магией, поэтому она готовится к бою. Однако Рис говорит ей остановиться, и они видят приближающегося Гала. Они решают поесть с ним, когда он говорит Балеросе, что рад видеть ее снова, но она приходит в ужас, понимая, что ее сон был предчувствием. Гал объясняет, что ему нравится человеческая еда, потому что она вкуснее, чем еда, приготовленная демонами. Он рассказывает, что пришел, чтобы собрать информацию, и говорит, что хочет, чтобы Флио присоединился к нему. Но Балероса злится, думая, что он пытается разрушить их жизни, и объясняет, что демоны представляют угрозу для людей. Флио объясняет, что он мирно живет с Рис, но Хей рассказывает ему о токсичном веществе, говоря, что оно есть у всех демонов, но не все из них могут его контролировать. Он вреден для людей, и те, кто не может его контролировать, выделяют небольшие его количества, поэтому они не могут находиться рядом с людьми. Но Рис говорит Флио, что он может контролировать это, поэтому ему не о чем беспокоиться. Гал добавляет, что демоны жестоки по своей природе и решают уйти, говоря, что они встретятся снова. Флио понимает, что люди и демоны не могут сосуществовать, и обнимает Рис,
говоря, что ему нужно поддержать ее на мгновение. Мы возвращаемся к Суе, когда она поднимается на поверхность, но в итоге застревает. Герой отвлекается и падает обратно. Мы видим, как Флио и его друзья вместе обедают, и мы понимаем, что Рис стала лучше готовить. Она объясняет, что ее учитель научил ее готовить, сказав, что видела ее на днях. Мы видим, как Рис посещает Мелина, и она благодарит ее за помощь, говоря, что смогла покорить сердце своего мужа благодаря ее руководству. Мелина поздравляет ее и решает в подарок научить ее готовить семейные обеды. Но кто-то внезапно стучится в их дверь, и Флио видит Элизабет. Он говорит ей, что он не заинтересован в том, чтобы стать героем, но она объясняет, что пришла извиниться, называя его настоящее имя. Он приглашает ее в дом, но она говорит, что ей нужно, чтобы остальные ушли, потому что ей нужно обсудить что-то важное с ним. Рис отказывается уходить, и Флио поддерживает ее, говоря, что не будет разговаривать с Элизабет, если Рис не останется с ним. Она соглашается на это, и остальные уходят, и Элизабет извиняется от имени королевства. Но он объясняет, что ее извинения ничего не изменят, и спрашивает, чего она от него хочет. Она показывает ему карту, на которой показано расположение ее войск, и говорит, что заклинание очищения скоро пройдет. Поэтому темная армия продолжит свое вторжение. Но маги королевства все еще не восстановились, а рыцари не смогут защитить мирное население от демонов. Она умоляет Флио помочь им, но Рис говорит ей, что она эгоистична, напоминая ей, что он не хочет, чтобы его втягивали в войну. Элизабет объясняет, что король вот-вот проснется и собирается послать армию арестовать Флио, думая, что он вступил в сговор с демонами. Но она упоминает, что может помочь, говоря, что может наказать короля, чтобы она могла править вместо него. Она знает, что он защищал королевство в прошлом, поэтому ей нужно доказать, что она способна командовать армией. Рис думает, что она хочет использовать Флио, но он знает, что она просто хочет убедиться, что он не присоединится к темной армии. Он спрашивает ее, почему она показала ему местонахождение своих войск, думая, что это жизненно важная информация. Она объясняет, что доверяет ему и умоляет его спасти мирных жителей. Мы видим, как искатели приключений ищут героя, потому что он находится в списке разыскиваемых, и как он прячется от них, когда Суя говорит ему, что голодна, и он дает ей еду. Паук приближается к ним и стреляет своей паутиной, мгновенно удерживая их, когда появляется Фуфун, говоря, что собирается использовать их в качестве жертвоприношений. В тот вечер мы видим, как Флио в своей комнате говорит Рис, что ему не нравится сражаться, но он не хочет видеть, как убивают мирных жителей. Он упоминает, что хочет, чтобы все были счастливы, и она обещает поддержать его, говоря, что поможет, чем сможет. На следующий день приближается темная армия, поэтому все эвакуируются. Мы видим в лесу девушку, и гоблин собирается ее убить, но Рис спасает ее, а Флио создает барьер, приказывая девушке бежать. Рис задается вопросом, почему он делает это без компенсации, поэтому он объясняет, что не хочет, чтобы демоны думали, что его наняли люди. Демон задается вопросом, почему она помогает людям, и Флио объясняет, что они защитники деревни. Рис объясняет, что барьер нерушим, но внезапно появляется циклоп и предупреждает Флио, что он из самого могущественного племени темной армии. Он оскорбляет волков, говоря, что их лучший волк бесполезен, а Рис знает, что он говорит о ее брате, поэтому она расстраивается и решает сразиться с ним. Флио говорит ей не убивать его, и она покидает барьер, когда на нее нападает циклоп. Она кусает его, и он думает, что она слабая, говоря, что ее атаки не имеют эффекта. Но она объясняет, что сдерживается, потому что Флио сказал ей не убивать. Она меняется с ним местами, и его оружие в конечном итоге попадает ему в голову. Он приказывает своим людям избавиться от нее, поэтому он не атакует, но Флио сдерживает их, говоря, что бой окончен. Он исцеляет циклопа, говоря ему повернуть назад, но ему интересно, кто такой Флио. Он объясняет, что он всего лишь человек, который хочет ладить с демонами. Он демонстрирует свои силы, говоря ему отступить. Рис говорит ему, что их обучение принесло свои плоды. Мы узнаем, что она научила его запугивать демонов, но она задается вопросом, достаточно ли этого, чтобы остановить их, зная, что они вернутся, когда им прикажут атаковать снова. Появляется группа мирных жителей, благодарящих его за спасение, но они беспокоятся о Рис. Флио говорит им, что она его партнер, и упоминает, что принцесса приказала ему спасти всех. Возвращаемся к Элизабет. Ей докладывает рыцарь, что таинственный искатель приключений прогоняет демонов. Рыцарь объясняет, что его сопровождает волк, и он рассказывает всем, что его послала принцесса, поэтому все ей благодарны. Она понимает, что за этим стоит Флио, и говорит, что он так много сделал для королевства, поэтому ей нужно отплатить ему. Мы видим, как Гал наблюдает за Флио и понимает, что Юигар действует без приказа. Гринил сообщает ему, что Юигар захватил трон, и мы видим его в замке повелителя демонов, спрашивая Фуфун, завершены ли приготовления. Она объясняет, что они поймали двух людей, говоря, что их можно использовать в качестве подношений для ритуала.
Она знает, что Гал силен, и мы видим, как он возвращается в замок, но она думает, что у него нет шансов против Юигарда, потому что ритуал наделит его силами злого бога. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.